Вы уверены, что мир, который вы видите вокруг себя, реален? Что если реальность, которую мы воспринимаем, лишь виртуальная конструкция нашего сознания? В этом мы расскажем, как Татьяна Черниговская раскрывает тревожные истины о том, как мозг создает нашу личность, память и окружающий мир. Приготовьтесь узнать, почему все, что вы считали реальностью, может оказаться лишь иллюзией. Блок 1. Что такое реальность и почему мозг может нас обманывать? Когда вы утром открываете глаза, вы уверены, что видите мир таким, каким он является на самом деле. Ваш мозг без устали создает для вас подробную картину происходящего, убеждая вас в ее абсолютной реальности. Но на самом деле все может быть совершенно иначе, и это не просто философские рассуждения, а доказанный современной нейронаукой факт. Татьяна Черниговская, один из ведущих специалистов в области мозга и сознания, давно предупреждает нас о тревожной хрупкости нашего восприятия реальности. Она подчеркивает, что мозг вовсе не является пассивным зеркалом реальности, отражающим ее в точности такой, какая она есть. Вместо этого наш мозг постоянно конструирует, додумывает и даже искажает входящую информацию, подгоняя ее под уже сформировавшиеся шаблоны и ожидания. Почему это происходит? Наш мозг, как биологическая система, сформировался в ходе длительной эволюции не для того, чтобы открывать человеку истину, а для того, чтобы помочь выжить в сложных условиях окружающей среды. Мозгу важнее экономия ресурсов, чем объективность восприятия. И поэтому то, что мы называем реальностью, может оказаться лишь удобной иллюзией, созданной для нашего комфорта и безопасности. Исследования показывают, что человеческий мозг способен воспринимать лишь очень узкий диапазон информации, доступной органам чувств. Например, наше зрение регистрирует лишь небольшой отрезок электромагнитного спектра, а слух не способен улавливать звуки выше и ниже определенных частот. Представьте, сколько реальности скрывается от нас, просто потому что мозг отказывается ее видеть или слышать. Черниговская часто напоминает, что восприятие — это не прямая трансляция внешнего мира, а сложный и не до конца изученный процесс интерпретации. К примеру, широко известный эксперимент с так называемой «невидимой гориллой» доказал, что мозг легко игнорирует очевидные вещи, если они не укладываются в его текущую модель восприятия. Люди, сосредоточенные на подсчете передач мяча между баскетболистами, просто не замечают появившегося на экране человека в костюме гориллы, хотя он проходит прямо перед ними. Мозг не просто пропускает часть информации, он еще и активно заполняет пробелы, создавая иллюзию непрерывности восприятия. Именно поэтому, по словам Черниговской, мозг можно назвать талантливым рассказчиком, постоянно сочиняющим убедительные истории о происходящем вокруг нас. Мы верим этим историям безоговорочно, не подозревая, что большая их часть — просто результат домысливания и заполнения информационных пробелов. Нейронаука показывает, что мы никогда не воспринимаем мир напрямую, мы воспринимаем лишь реконструкцию, созданную нейронными сетями нашего мозга. Например, иллюзия восприятия цвета. Мозг способен придавать цвет даже черно-белым изображениям, если контекст заставляет его так воспринимать. Это ярко демонстрирует, насколько легко наш мозг вводит нас в заблуждение, создавая реальность, которой на самом деле нет. Еще одним важным аспектом иллюзорности нашей реальности является то, что восприятие каждого человека индивидуально. Два человека, глядя на один и тот же объект, могут видеть совершенно разные вещи, потому что мозг каждого из них обрабатывает информацию по-своему. Это ставит под сомнение существование единой, объективной реальности, доступной всем людям одинаково. Черниговская подчеркивает, что мозг не только искажает информацию, но и постоянно ее фильтрует, пропуская через сито нашего сознания только то, что сочтет полезным или важным в данный момент. Все остальное остается вне нашего осознания, как будто его никогда и не было. Это ставит серьезный вопрос, а можем ли мы вообще доверять тому, что воспринимаем? Феномен фантомных ощущений, изучаемый в нейробиологии, демонстрирует, как наш мозг легко создает реальность, которой не существует.
Люди, потерявшие конечность, часто продолжают чувствовать ее наличие, испытывают боль, зуд или другие ощущения в несуществующей руке или ноге. Это доказывает, что мозг способен создавать убедительные ощущения, полностью лишенные объективной основы. Еще более пугающий факт состоит в том, что наш мозг может менять и переписывать воспоминания. Черниговская приводит примеры, когда люди уверенно вспоминают события, которых на самом деле никогда не происходило. Наше прошлое может оказаться лишь набором искусственно созданных мозгом историй, которым мы полностью доверяем. Таким образом, реальность, которую мы привыкли воспринимать как нечто само собой разумеющееся, оказывается крайне ненадежной и изменчивой конструкцией, постоянно создаваемой и пересоздаваемой нашим мозгом. Это ставит под сомнение не только объективность внешнего мира, но и саму природу нашего сознания и личности. Кем же мы являемся, если наше представление о себе и окружающем мире всего лишь иллюзия, созданная мозгом? Именно этот вопрос, утверждает Черниговская, является самым важным и тревожным, заставляющим каждого человека задуматься о том, насколько реальна та реальность, в которой мы живем. Ответ на него может полностью изменить наше восприятие самих себя и места человека в мире. Готовы ли мы принять эту правду и взглянуть на мир совершенно другими глазами? Блок 2. Ваши воспоминания и эмоции – правда или иллюзия? Вы абсолютно уверены, что ваше прошлое – это действительно ваше прошлое, и вы хорошо его помните. Каждый из нас, казалось бы, хранит внутри себя уникальную коллекцию воспоминаний, которая формирует наше представление о собственной жизни и личности. Но исследования Татьяны Черниговской и современной когнитивной нейронауки дают нам тревожные доказательства того, что воспоминания могут быть ложными или серьезно искаженными. Татьяна Черниговская не раз подчеркивала, что память — это не архив, а активная система, постоянно перестраивающаяся и переосмысливающая прошлое. Наш мозг не хранит готовые фотографии или видеозаписи событий, как мы обычно представляем, он заново конструирует каждое воспоминание в тот момент, когда мы пытаемся его вспомнить. В результате даже самые яркие воспоминания становятся ненадежными и подверженными многочисленным изменениям. Почему это происходит? Мозг формирует воспоминания не ради точного документирования нашей жизни, а для адаптации к текущим условиям. В этом смысле память можно сравнить с постоянно редактируемым сценарием фильма, где каждая новая сцена может изменять всю предыдущую историю, если это выгодно для текущей ситуации. Мозгу гораздо важнее полезность воспоминания, чем его достоверность. Черниговская ссылается на эксперименты, доказывающие, что воспоминания могут быть искусственно внедрены человеку путем простых психологических техник. В ходе таких экспериментов испытуемым внушают, что в детстве с ними произошли события, которых никогда не было. Удивительно, но большинство людей начинает искренне верить в эти ложные воспоминания и даже дополнять их новыми деталями и эмоциями. Если память настолько податлива, то как быть уверенным, что именно ваше прошлое делает вас тем, кто вы есть сейчас? Черниговская утверждает, что личность человека, которую мы воспринимаем как нечто цельное и постоянное, на самом деле представляет собой постоянно меняющуюся конструкцию. Она формируется и пересобирается под влиянием окружающей среды, настроения, эмоционального состояния и множества других факторов. Наше «я» — это иллюзия, поддерживаемая постоянной работой мозга, создающего видимость единства и непрерывности личности. Эмоции, по мнению Татьяны Черниговской, также не заслуживают безусловного доверия. С позиции нейронауки эмоция — это сложный биохимический процесс, отражающий нереальную ситуацию в мире, а наше субъективное ее восприятие и ожидания. Например, страх может возникнуть без реальной угрозы, а счастье или радость без очевидной причины, просто в результате нейрохимических процессов в мозге. Насколько тогда можно доверять нашим чувствам, если они могут быть вызваны не внешними обстоятельствами, а внутренними состояниями мозга? Черниговская указывает, что даже чувство любви, которое мы считаем одним из самых важных и подлинных переживаний, является результатом нейрохимической активности определенных участков мозга.
Известно, что при влюбленности мозг выделяет допамин и окситоцин, что полностью меняет восприятие реальности человеком, заставляя его видеть мир через призму этих химических соединений. Таким образом, эмоции становятся не способом отражения реальности, а способом ее искажения или переосмысления. Например, люди, находящиеся в депрессии, видят мир гораздо мрачнее и негативнее, чем он есть на самом деле, а люди, переживающие эйфорию, наоборот, воспринимают его в более позитивном и красочном свете. Но ни то, ни другое не является истинной картиной мира, это всего лишь проекция нашего внутреннего состояния. Что это значит для нас в повседневной жизни? Прежде всего, это значит, что нам следует относиться к своим воспоминаниям и эмоциям более критично и осознанно. Понимание того, что наши представления о прошлом могут быть не только неточными, но и откровенно ложными, заставляет нас задуматься о собственной идентичности и тех решениях, которые мы принимаем, основываясь на прошлом опыте. Более того, Черниговская говорит, что понимание механизмов памяти и эмоций должно привести нас к переоценке таких понятий, как вина, ответственность и свобода выбора. Если наши поступки и решения базируются на ложных или искаженных воспоминаниях, то насколько мы ответственны за них? Этот вопрос подводит нас к еще более тревожному осознанию. Возможно, человек не так свободен в своем выборе и поступках, как ему всегда казалось. Таким образом, исследования нейронауки, озвученные Татьяной Черниговской, ставят под вопрос сами основы того, что мы считаем своей личностью, памятью и эмоциями. Они заставляют нас задуматься над тем, что мы не просто живем в мире, созданном мозгом, но и сами являемся его иллюзорным созданием. Возможно ли после этого сохранять уверенность в том, кто мы есть на самом деле? Именно этот вопрос мы глубже рассмотрим в третьем блоке, который посвящен гипотезе виртуальности сознания и тому, что вся наша жизнь — это проекция, созданная мозгом. Блок 3. Живем ли мы в виртуальном мире, созданном нашим сознанием? Одна из самых смелых гипотез современной нейронауки, которую активно обсуждает Татьяна Черниговская, заключается в том, что наша реальность может быть ничем иным, как виртуальной симуляцией, созданной собственным сознанием. Такая идея кажется фантастикой или материалом для фильма, однако она имеет под собой серьезную научную основу. Что если мир, который мы привыкли воспринимать как абсолютно реальный, на самом деле существует лишь в наших собственных мозгах? Эта концепция основана на факте, подтверждаемом современной нейробиологией: наш мозг не воспринимает реальность непосредственно, он лишь реконструирует ее из сигналов, получаемых от органов чувств. Более того, Черниговская подчеркивает, что мозг создает не просто реплику реальности, а именно ее виртуальную модель, адаптированную под индивидуальные потребности конкретного человека. По сути, наше сознание — это режиссер, монтирующий для нас персональный фильм под названием «Реальность». Возникает закономерный вопрос: если наш мозг и сознание способны создавать настолько убедительную виртуальную модель, можем ли мы вообще отличить ее от так называемой объективной реальности? Черниговская часто приводит примеры, подтверждающие, что различие между реальным и воображаемым гораздо менее очевидно, чем принято считать. Например, vivid dreams — яркие сны, которые люди воспринимают настолько реалистично, что просыпаются в полной уверенности, что все происходило на самом деле. Такие состояния демонстрируют, насколько тонка грань между реальностью и виртуальностью нашего сознания. Татьяна Владимировна также подчеркивает, что виртуальная природа сознания подтверждается феноменами измененных состояний сознания, такими как гипноз, медитация или состояния, вызванные психотропными веществами. В этих состояниях человек способен испытывать ощущение полной реальности, совершенно отличные от обычного восприятия. Например, при глубокой медитации или гипнозе испытуемые часто описывают подробные миры, воспринимаемые ими не менее реально, чем повседневный опыт. Еще одно подтверждение виртуальности сознания — это исследование так называемого феномена осознанных сновидений, когда человек во сне осознает, что он спит, и получает возможность управлять событиями сна. Ученые доказали, что в таких состояниях мозг активно моделирует полноценные миры, которые человек воспринимает как абсолютно реальные.
Более того, мозг в состоянии сна генерирует сложнейшие пространственно-временные конструкции, которые ничем не уступают тем, что мы считаем реальностью наяву. Черниговская часто приводит в пример исследования нейробиологов, показывающие, что мозг может создавать полноценные зрительные, слуховые и тактильные ощущения даже без внешних стимулов. Эксперименты с сенсорной депривацией, при которых человек лишается всех внешних воздействий, показывают, что мозг способен создавать яркие галлюцинации, воспринимаемые испытуемыми абсолютно реально. Это доказывает, что наш мозг вполне способен генерировать собственную внутреннюю реальность без каких-либо внешних сигналов. Если мозг способен создавать столь реалистичные виртуальные миры, возникает логичный вопрос: почему мы уверены, что наш повседневный мир не является одним из таких виртуальных миров? Черниговская уверена, что именно этот вопрос должен заставить нас пересмотреть понятие реальности в целом. По ее мнению, то, что мы называем реальным, является лишь удобным консенсусом, своего рода общей договоренностью между мозгами большого числа людей. Мы принимаем за реальность то, в чем убеждены большинство окружающих, хотя это убеждение не гарантирует истинности восприятия. Еще более тревожная мысль заключается в том, что мы не только живем в виртуальном мире, созданном мозгом, но и сами можем быть виртуальными созданиями. Ведь если сознание способно создать для нас убедительную реальность, то почему бы не предположить, что оно создает и нас самих, нашу личность, наши эмоции и воспоминания? По сути, мы можем быть лишь персонажами, которых сознание играет в постоянно меняющейся виртуальной симуляции. Это предположение ставит перед нами глубокие философские и этические вопросы. Если наша жизнь и личность — это виртуальная конструкция, то кем является тот, кто ее наблюдает или создает? Черниговская говорит, что нейронаука пока не может дать ответ на этот вопрос, но она вынуждена признать его актуальность и важность. Если мы персонажи виртуальной симуляции, созданной сознанием, то что тогда является нашим истинным «я»? Ответ на этот вопрос может навсегда изменить наше восприятие себя и мира вокруг. Черниговская утверждает, что именно признание виртуальности сознания заставит человека полностью пересмотреть свое понимание реальности, ответственности за свои поступки и даже смысла жизни. Возможно, именно эта виртуальность и есть ключ к пониманию самых глубоких и загадочных аспектов человеческого существования. Таким образом, идеи, озвученные Татьяной Черниговской, заставляют нас не просто задуматься, но и полностью переосмыслить базовые концепции нашей жизни. Они показывают, что граница между реальностью и виртуальностью намного тоньше и иллюзорнее, чем мы привыкли считать. Готовы ли мы принять эту пугающую истину, которая полностью меняет наше представление о нас самих и окружающем мире? Возможно, теперь, зная эту тревожную правду, мы должны серьезно задуматься, кто мы на самом деле и что такое реальность, если все, что мы воспринимаем, может оказаться виртуальным миром, созданным нашим сознанием. Блок 4. Как жить, если реальность — иллюзия? Если принять тот факт, что наша жизнь, воспоминания, эмоции и даже личность — это виртуальные конструкции нашего мозга, возникает неизбежный вопрос: как жить дальше? Что делать, когда понимаешь, что твоя реальность может быть иллюзией, созданной сознанием? Именно на этот вопрос Татьяна Черниговская предлагает нам обратить особое внимание. Черниговская подчеркивает, что осознание виртуальности реальности не должно привести нас к панике или разочарованию. Напротив, это осознание способно освободить человека от многих заблуждений и дать ему новую, более глубокую свободу в жизни и мышлении. Понимая, что наше сознание постоянно конструирует мир, мы можем научиться управлять собственным восприятием и создавать реальность, в которой нам комфортно существовать. По мнению Татьяны Владимировны, первое и главное последствие осознания виртуальности нашей жизни – это ослабление власти стереотипов и предрассудков. Если мы понимаем, что наша картина мира сформирована мозгом, значит, мы можем ее сознательно корректировать, избавляясь от ограничивающих установок и программ, навязанных обществом или собственным опытом. Такое понимание открывает перед человеком возможность реальной психологической и интеллектуальной свободы.
Черниговская также утверждает, что осознание того, что реальность виртуальна, должно привести нас к переоценке наших жизненных приоритетов. Почему мы тратим столько энергии на конфликты, страхи и тревоги, если они могут оказаться всего лишь продуктами воображения? Если мы способны осознавать, что эти эмоции создаются мозгом, то мы можем научиться управлять ими гораздо эффективнее, чем раньше, переставая быть их заложниками. Это понимание виртуальности сознания также меняет и наше отношение к другим людям. Если каждый человек живет в своей уникальной виртуальной реальности, мы начинаем лучше понимать, почему нам так трудно договориться друг с другом. Вместо того, чтобы осуждать других за иное восприятие мира, мы можем попытаться понять их личную виртуальную реальность и уважать ее, даже если она сильно отличается от нашей собственной. Осознание виртуальности сознания может помочь нам избавиться от страха перед будущим и неизвестностью. Понимая, что будущее формируется нашим мозгом на основе ожиданий и восприятия, мы можем сознательно влиять на его формирование. Татьяна Черниговская подчеркивает, что будущее не является чем-то предопределенным или неизбежным, это виртуальная конструкция, в создании которой мы участвуем прямо сейчас. С практической точки зрения осознание того, что реальность – иллюзия, может дать человеку мощный инструмент для саморазвития и самоконтроля. Если мозг способен создавать любые иллюзии, то почему бы не использовать это себе во благо? Например, практика осознанности и медитации показывает, что мы можем значительно улучшить свое психологическое состояние и физическое здоровье, просто научившись сознательно корректировать свое восприятие. Именно поэтому Черниговская советует использовать понимание виртуальности сознания как уникальную возможность для самосовершенствования. Вместо того, чтобы пассивно принимать реальность, которую создает наш мозг, мы можем стать ее активными соавторами. Научившись осознанно контролировать свои мысли, эмоции и реакции, мы фактически начинаем создавать ту жизнь, о которой всегда мечтали. Черниговская часто напоминает, что важнейшим итогом осознания виртуальности реальности должно стать не отрицание мира, а более глубокое его понимание и принятие. В конечном счете, виртуальность нашего сознания не делает нашу жизнь менее значимой или менее настоящей. Напротив, она придает каждому моменту жизни еще большую ценность, потому что мы начинаем понимать, насколько уникален и хрупок каждый момент нашего восприятия. По словам Черниговской, осознание виртуальности сознания должно также помочь нам преодолеть глубокий экзистенциальный страх перед смертью. Ведь если наше сознание является виртуальным процессом, то, возможно, смерть — это не конец, а лишь переход к иной форме существования сознания. Возможно, смерть — это всего лишь очередная смена виртуальной реальности, за пределами которой нас ждет нечто совершенно иное и неизведанное. Таким образом, понимание того, что мы живем в виртуальном мире, созданном нашим сознанием, должно привести нас не к отчаянию, а к вдохновению. Оно открывает перед нами совершенно новые перспективы осознания самих себя и окружающего мира. Мы можем наконец осознать, что именно мы являемся главными архитекторами собственной жизни и собственного восприятия реальности. Готовы ли вы использовать эту возможность и полностью изменить свою жизнь, осознав ее виртуальную природу? Этот вопрос, возможно, является самым важным из всех, которые ставит перед нами Татьяна Черниговская. Вывод. Таким образом, глубокий анализ взглядов и исследований Татьяны Черниговской ставит нас перед неизбежным и тревожным осознанием. Мир, который мы привыкли воспринимать как абсолютно реальный и объективный, на деле оказывается виртуальной конструкцией нашего сознания. Наш мозг не отражает реальность, а активно ее создает, непрерывно заполняя пробелы, искажая информацию и формируя воспоминания, эмоции и даже личность по собственным внутренним правилам. Все это заставляет нас признать, что реальность в том виде, в каком мы ее знаем, это лишь одна из множества возможных интерпретаций, предложенных нашим сознанием. Но признание этого факта не означает потерю смысла или почвы под ногами. Напротив, осознание виртуальности реальности освобождает нас от ограничений, навязанных нашими стереотипами и привычками.
Когда мы понимаем, что реальность создается мозгом, мы перестаем слепо верить всему, что воспринимаем, и начинаем более осознанно подходить к жизни, принимая решения на основе глубокого понимания природы своего сознания и мира вокруг. Более того, принятие того факта, что реальность — это виртуальный процесс, дает нам удивительную возможность стать не пассивными участниками своей жизни, а активными ее создателями. Теперь каждый из нас получает шанс сознательно выбирать, как воспринимать окружающий мир, какие эмоции испытывать и какие воспоминания создавать. Это кардинально меняет наше отношение к ответственности за собственную жизнь. Мы больше не можем обвинять внешние обстоятельства, ведь понимаем, что именно наше восприятие формирует нашу реальность. Татьяна Черниговская предлагает нам использовать это знание не для страха или паники, а для осознания того, насколько хрупка и ценна наша внутренняя реальность. Каждый миг нашей жизни становится еще более важным, потому что теперь мы осознаем, что каждый опыт уникален, субъективен и создан исключительно нашим сознанием. Осознавая это, мы начинаем больше ценить моменты настоящего, понимая, что они могут быть лишь временными конструкциями, исчезающими в мгновение. Также понимание виртуальности сознания открывает перед нами совершенно новую перспективу в восприятии других людей. Мы начинаем осознавать, что каждый человек живет в своей индивидуальной виртуальной вселенной, созданной его сознанием, что помогает нам быть более терпимыми и эмпатичными к окружающим. Понимая, что чужая реальность может сильно отличаться от нашей собственной, мы начинаем более внимательно слушать друг друга, меньше осуждать и больше стремиться к пониманию. И, наконец, признание виртуальности сознания может дать человеку фундаментально новое понимание смысла жизни и смерти. Если сознание способно создавать и менять реальность, то, возможно, смерть — это не конец, а лишь смена одного виртуального состояния на другое, переход к новой форме восприятия и существования. Такое понимание смерти освобождает нас от древнейшего страха и открывает дорогу к совершенно новому, гораздо более глубокому осознанию своего предназначения и роли в этом мире. Таким образом, гипотеза виртуальности сознания, которую обсуждает Черниговская, это не просто интеллектуальное упражнение, а мощный инструмент для реального изменения своей жизни. Осознавая, что наше сознание является главным архитектором реальности, мы получаем шанс стать свободнее, мудрее и счастливее. Возможно, именно сейчас настало время использовать это знание и спросить себя, готов ли я принять ответственность за реальность, которую создаю. И если мир — иллюзия, созданная сознанием, то какой будет ваша следующая мысль, эмоция или воспоминание? Теперь это зависит только от вас.